Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. В этом видео я вам представляю узор крючком, а точнее квадрат, связанный крючком с эффектным рельефным узором решетка. Такие рельефные узоры, связанные крючком, отлично подходят для вязания стильных интерьерных вещей. Например, из полиэфирного шнура толщиной 3 или 5 мм можно связать таким узором квадратный коврик. Получается очень эффектное полотно, оно отлично держит форму, такое пышное, и будет интересный коврик. Здесь я связала из полиэфирного шнура 3 мм, из остатков шнура, и сделала такой градиент от светло-бежевому переход к темно-бежевому. И вот такой получился эффектный узор. И смотрите, как он меняется в зависимости от перемещения. Вот так вот переливаются свет-тени рельефного узора, и эффектный узор решетка классно смотрится. Также такой узор шикарно подойдет для вязания диванных подушек. И для диванных подушек, конечно же, можно взять вот такую вот нежнейшую плюшевую пряжу и таким узором связать чехлы на диванные подушки. Получится очень стильно, очень красиво, и такие подушки, конечно же, будут вашими любимыми. Также можно связать таким узором квадратный плед или покрывало из любой акриловой или полушерстяной пряжи. Подойдет ниточка любой толщины, но чем будет толще нить, тем, конечно же, будет крупнее и эффектнее смотреться узор. В этом видео я подробно покажу и расскажу, как вяжется такой квадрат с рельефным узором от начала. И далее, в принципе, здесь чередуется всего раппорт 2 ряда с расширением. Легко этот узор и мотив запоминается, и может связать даже тот, кто только учится вязать крючком. Итак, дорогие рукодельницы, я начинаю вязать квадрат с рельефным узором. Я взяла полиэфирный шнур толщиной 3 мм, плоский шнур, и крючок у меня номер 6. Вы можете взять любую пряжу и подходящий к вашей толщине нити крючок. Итак, в начале первые 2 ряда это начальные ряды вязания квадрата. И я делаю оборот шнуром вокруг 2 пальцев. Вот такая воздушная петля получается. Ввожу в центр этой петли крючок и вытягиваю вот первую петлю на крючок. Далее подхватываю рабочую нить и вместо первого столбика провязываю 3 воздушные петли. Далее делаю накид и из кольца провязываю еще 2 столбика с одним накидом. И таким образом, если считать вот первые 3 воздушные петли за столбик с накидом, то мы провязали первую сторону квадрата из 3 столбиков. Далее угол 1 воздушная петля, вновь делаем накид и из кольца провязываем еще 3 столбика с одним накидом, вторую сторону квадрата. И далее угол 1 воздушная петля. И далее повторяем вновь 3 столбика с одним накидом. Придерживаем кончик шнура. Здесь можно немножко затянуть начальное кольцо. Первый, второй, третий угол. 1 воздушная петля, делаем накид и вяжем 4-ю сторону первого ряда квадрата, тоже 3 столбика с одним накидом. И 4-й угол 1 воздушная петля. Теперь сильно затягиваем начальное кольцо, чтобы здесь было минимальное отверстие. Здесь шнур можно закрепить на изнанке, чтобы у вас начальное кольцо не распускалось. И заканчиваю первый ряд, выполнив соединительный столбик из 3 петли подъема. Далее начинаю вязать второй ряд с 1 воздушной петли. И в ряду, в котором я буду вязать столбики без накида, 1 воздушную петлю я не считаю за первый столбик. Далее, смотрите, заводим крючок вот как назад вот за воздушную петлю, и здесь я провязываю первый столбик без накида. Далее ввожу крючок вот в эту же 3-ю воздушную петлю, из которой делали соединительный столбик, и 2-й столбик без накида.
Далее из вершины столбика с накидом столбик без накида, из вершины второго столбика с накидом столбик без накида. То есть мы пока провязали 1, 2, 3, 4 столбика без накида. И из угла 5 столбик без накида. Это провязана первая сторона. Во втором ряду каждая сторона квадрата будет состоять из 5 столбиков без накида. Угол 2 воздушные петли. И далее повторяем. Вначале из угла мы провязываем первый столбик без накида. Затем по вершинам 3 столбиков 3 столбика без накида. И из следующего угла столбик без накида. Вторая сторона 5 столбиков без накида. Вновь 2 воздушные петли. Итак, повторяем. Третья сторона. Из вершины 3 столбика без накида, из вершин столбиков, и из угла 5 столбик без накида. Вновь 2 воздушные петли, третий угол и четвертая сторона, тоже 5 столбиков без накида. 3, 4 и из угла 5 столбик без накида. Теперь мы формируем четвертый угол, 2 воздушные петли и выполняем соединительный столбик вот в вершину первого столбика без накида. И переходим к вязанию третьего ряда. В третьем ряду уже будем начинать вязать рельефный узор. Начинаю вязать третий ряд. И третий ряд — это первый ряд рельефного узора квадрата. Начинаем ряд с 3 воздушных петель. Далее делаем на крючок накид и из вершины того же столбика, первого столбика, провязываем столбик с одним накидом. Далее начинаем вязать рельефный узор. В этом ряду первый рельефный узор будет всего лишь одно повторение рельефного узора. Делаем на крючок 2 накида и заводим крючок за ножку вот первого ряда столбиков, за третью ножку вот первой стороны. И провязываем на этой ножке, вот получается рельефный столбик с 2 накидами. Далее 1 воздушная петля. Вновь делаем 2 накида. И теперь мы заводим крючок вот за первую ножку столбика первой стороны. Это получается были 3 воздушные петли подъема. И провязываем второй рельефный столбик с 2 накидами. Получается у нас перекрещенные 2 рельефных столбика с 2 накидами. Далее делаем на крючок накид. По сути, здесь мы должны пропустить за вот рельефными столбиками 3 петли. И из 5 столбика без накида провязываю столбик с 1 накидом. Делаю накид и провязываю столбик с 1 накидом из угла. Вот из арочки 2 воздушные петли. И на этом первая сторона третьего ряда провязана. Формируем угол 1 воздушная петля. И далее по сути идет повтор. Делаем на крючок накид, из угла провязываем столбик с 1 накидом. Далее из вершины первого столбика без накида провязываем еще 1 столбик с 1 накидом. То есть в начале 2 столбика с 1 накидом. Делаем на крючок 2 накида. Заводим крючок вот за третью ножку стороны первого ряда. И провязываем столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля. Делаем 2 накида и заводим крючок за первую ножку стороны первого ряда. Провязываем столбик с 2 накидами. Далее делаем накид, провязываем столбик с 1 накидом из 5 столбика без накида предыдущего ряда. За вязанием у нас пропущены 3 воздушные петли. И заканчиваем сторону столбик с 1 накидом из угла. Далее формируем угол 1 воздушная петля. То же самое повторяем при вязании 3 и 4 стороны. Заканчиваю вязать 3 ряд квадрата. И здесь, провязав, получается, столбик из 4 угла, столбик с 1 накидом, формирую 4 угол 1 воздушная петля.
И заканчиваю ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема. Начинаю вязать четвертый ряд с одной воздушной петли. И при вязании ряда столбиками без накида одну воздушную петлю я не считаю за первый столбик. Сделав одну воздушную петлю, теперь немного возвращаюсь назад и из угла провязываю. Вот из четвертого угла получается столбик без накида. Далее вот из третьей петли подъема, из той же точки, где был соединительный столбик, второй столбик без накида. Далее, смотрите, из вершины каждого столбика необходимо провязать столбик без накида. То есть дальше мы пошли по вершине столбика с одним накидом, по вершине рельефного столбика. И вот между перекрещенными рельефными столбиками вводим крючок вот здесь за одну воздушную петлю, за арочку, и провязываем столбик без накида. А в этом ряду по стороне у нас должно получиться 9 столбиков без накида, то есть прибавляется в каждом ряду по стороне по 2 столбика, то есть из угла выполняются прибавки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязав 9 столбик вот из угла, далее 2 воздушные петли. При вязании ряда со столбиком без накида по углам делаем 2 воздушные петли. И вновь начинаем из угла первый столбик, так как прибавка. И далее из вершины каждого столбика предыдущего ряда столбик без накида. Только между перекрещенными столбиками здесь вводим крючок вот за арочку, 1 воздушная петля, и провязываем столбик без накида. И то же самое провязываем 9 столбиков без накида по следующей стороне. Формируем угол, 2 воздушные петли и переходим на следующую сторону. Итак, провязываем этот ряд столбиками без накида. Заканчиваю вязать четвертый ряд и, провязав по четвертой стороне 9 столбиков без накида, формирую четвертый угол, 2 воздушные петли и заканчиваю ряд соединительный столбик вот в первую вершину столбика без накида. И по сути третий и четвертый ряд это первый повторение или раппорт узора в высоту рельефного узора квадрата. Далее 5 и 6 ряд это будет уже следующее повторение рельефного узора. И в следующем повторении, конечно же, количество повторений в ширину по ширине каждой стороны будет увеличиваться на 1 раппорт, то есть при каждом повторении. То есть здесь мы сделали 1 раз перекрещенные рельефные столбики, в 5 ряду будет 2 повторения перекрещенных рельефных столбиков. Итак, начинаю вязать 5 ряд точно так же. 3 воздушные петли подъема, которые мы считаем как первый столбик с одним накидом. Делаем на крючок накид и вот из вершины же первого столбика без накида провязываем второй столбик с одним накидом. И далее начинаем раппорт рельефного узора. На крючок делаем 2 накида и заводим крючок вот за ножку вот рельефного столбика, который идет как бы за предыдущим, вот, за следующим рельефным столбиком. И на этой ножке провязываем первый рельефный столбик. Далее 1 воздушная петля, делаем на крючок 2 накида и заводим крючок вот за 3 воздушные петли подъема с ряда третьего ряда, то есть на ряд ниже, и провязываем второй рельефный столбик с 2 накидами. То есть выполнили перекрещенные 2 рельефных столбика через 1 воздушную петлю. Далее делаем накид. Здесь нужно пропустить 3 петли, но можно ориентироваться вот между рельефными столбиками. Вот на вершине столбика без накида выполняем столбик с 1 накидом. И на этом вот раппорт узора рельефного в ширину завершен. Далее идет повтор. Делаем 2 накида. И здесь мы заводим крючок вот за последний столбик с накидом стороны на ряд ниже. И провязываем рельефный столбик с 2 накидами. Далее 1 воздушная петля, вновь делаем 2 накида и заводим крючок вот за ножку второго
рельефного столбика на ряд ниже. То есть мы здесь видим по направлению линии, как выстраиваются рельефные столбики. Делаем на крючок накид, и в конце стороны здесь мы провязываем из последнего столбика без накида столбик с одним накидом и из угла еще один столбик с одним накидом. То есть количество столбиков у нас с каждым рядом должно увеличиться на 2. То есть если посчитать петли и столбики, в предыдущем ряду было 9, здесь будет 11. Далее формируем угол, здесь 1 воздушная петля. И начинаем вязать вторую сторону, повторяя то же самое. Из угла 1 столбик с одним накидом, из вершины первого столбика без накида столбик с одним накидом. Делаем 2 накида, заводим крючок вот за ножку первого рельефного столбика на ряд ниже, провязываем рельефный столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля, делаем 2 накида, и здесь мы заводим крючок вот за ножку первого столбика на ряд ниже стороны квадрата и провязываем рельефный столбик с 2 накидами. Далее делаем накид, и вот между рельефными столбиками на ряд ниже на вершине столбика без накида столбик с одним накидом. И второе повторение. Делаем 2 накида, заводим крючок за ножку последнего столбика, провязываем первый рельефный столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля, делаем 2 накида и заводим крючок за ножку второго рельефного столбика на ряд ниже и провязываем столбик с 2 накидами. Далее столбик с одним накидом на последнем столбике без накида и столбик с накидом из угла. 1 воздушная петля. Точно так же провязываем 3-ю и 4-ю сторону квадрата. Заканчиваю вязать 5-й, начинаю 6-й ряд. Здесь в конце 5-го ряда я сделала 1 воздушную петлю для 4-го угла и заканчиваю ряд соединительным столбиком вот в 3-ю петлю подъема, как в вершину первого столбика предыдущего ряда. И 6-й ряд мы вяжем столбики без накида. Это 2-й ряд раппорта повторения в высоту, 1 воздушная петля. И теперь возвращаемся немного назад, из угла провязываем первый столбик без накида, и затем из 3-й петли подъема провязываем 2-й столбик без накида. И далее из вершины каждого столбика провязываем столбики без накида, а между рельефными столбиками заводим крючок вот за 1 воздушную петлю и тоже провязываем столбик без накида. И в этом ряду у нас будет по каждой стороне по 13, по-моему, столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 столбик из угла квадрата. И формируем углы квадрата, выполнив 2 воздушные петли. И начинаем также с угла первый столбик без накида, далее по столбикам 11 столбиков без накида, и из следующего угла будет тоже 13 столбик без накида. И так провязываем этот ряд. Приступаю к вязанию 7-го ряда, и в 7-м ряду уже будет 3-е повторение раппорта рельефного узора. Смотрите, первые 2 повторения вот образовались вот 2 рельефные линии наискосок по каждой стороне. В 3-м повторении раппорта, то есть 7-й, 8-й ряд, у нас уже будет по 3 линии сформируется. И здесь я хочу присоединить новый шнур, так как у меня это вот темно-серый цвет заканчивается. И как я делаю присоединение? Беру 2-й шнур, делаю начальную петлю. Далее здесь мне нужно закончить ряд и сделать соединительный столбик вот из вершины первого столбика без накида. Ввожу крючок
вот вершину столбика и захватываю эту начальную петлю и провязываю ей соединительный столбик. Здесь темно-серый цвет подтягиваю и обрезаю. Далее вот хвостики голубого и серого шнура завяжу узелком. И далее уже продолжаю вязать новым цветом. И здесь начинаю ряд с столбиков с одним накидом. 3 воздушные петли подъема вместо первого столбика. Делаем накид вот из вершины того же столбика, провязываем столбик с одним накидом и начинаем вязать рельефный узор. Делаем на крючок 2 накида. И здесь мы смотрим уже вяжем по узору. Вводим крючок, вот идет первое перекрещивание рельефных столбиков на ряд ниже. Заводим крючок за ножку первого рельефного столбика и провязываем рельефный столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля. И здесь вначале мы второй рельефный столбик заводим вот как за ножку первого столбика, здесь 3 петли подъема и провязываем второй рельефный столбик. Далее после перекрещивания столбик с одним накидом. И столбик с одним накидом вяжем на столбике, вершине столбика без накида, между рельефными столбиками на ряд ниже. Далее второе повторение, то есть начинаем первое повторение рельефного узора провязали и второе. Вот заводим крючок за следующую ножку перекрещенного столбика. Провязываем рельефный столбик с 2 накидами, 1 воздушная петля, 2 накида, и здесь мы за ножку вот первого перекрещивания только за вторую ножку, второй столбик, и провязываем столбик с 2 накидами. После столбик с одним накидом на вершине вот столбика без накида между рельефными перекрещенными столбиками. И третье повторение. Здесь смотрите, мы вначале заводим за последний столбик на ряд ниже, провязываем столбик с 2 накидами, 1 воздушная петля, делаем 2 накида и здесь за второй рельефный столбик перекрещенного столбика. Далее столбик с одним накидом из последнего столбика без накида и столбик с одним накидом из угла. Формируем угол, 1 воздушная петля и начинаем повтор по стороне. Здесь из угла столбик с одним накидом. Далее из вершины первого столбика без накида столбик с одним накидом. И далее уже повтор рельефного узора. 2 накида за ножку от первого рельефного столбика перекрещенных столбиков. 1 воздушная петля. И здесь заводим крючок вот за ножку первого столбика с одним накидом на ряд ниже. Провязываем 2 накида, вершину и столбик с одним накидом между рельефными столбиками, вот над столбиком по стороне. И так провязываем уже вторую, третью и четвертую сторону. И здесь вы видите уже по 3 повторения перекрещенных рельефных столбиков. И образуется вот 3 рельефных линии. Перехожу к вязанию 8 ряда и в 8 ряду заканчиваю 3 повторение рельефного узора. И здесь после столбика с одним накидом 1 воздушная петля, это 4-й угол, и делаю соединительный столбик вот в 3-ю петлю подъема как вершину 1-го столбика. 1 воздушная петля, немного возвращаемся назад из угла столбика без накида 1. Далее из вот 3-й петли подъема 2-й столбик без накида. И далее в этом ряду мы вяжем столбики без накида из вершины каждого столбика, а между перекрещенными столбиками заводим крючок за 1 воздушную петлю и тоже столбик без накида. И в этом ряду будет уже 17 столбиков без накида. То есть повторив раппорт с рельефным узором, то есть столбики
накидами и столбиками без накида у нас прибавляется по 4 столбика по каждой стороне квадрата. Или 2 столбика каждый ряд прибавляется. Вот так проще запомнить. И, соответственно, каждый раппорт при повторении у нас прибавляется один раппорт рельефного узора. И вяжем квадрат до любых размеров. Ну, смотрите, даже маленький квадрат смотрится довольно интересно с рельефным узором. Только мы заканчиваем вязание квадрата, конечно же, рядом и столбиков без накида, чтобы закрепить стороны с рельефными столбиками. Тогда квадрат будет более оформлен. При вязании столбика без накидов формируем углы 2 воздушные петли. И далее переходим на вязание по следующей стороне. Из угла столбик без накида и далее по столбикам. Столбики без накида. Дорогие рукодельницы, я надеюсь, вам понравился этот узор, этот мотив. Пишите, пожалуйста, комментарии, чтобы вы связали вот из таких квадратов. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем вязать еще много интересных вещей.